Привет, друзья! Сегодня в Германии обсуждают сразу несколько громких тем. Куда повезут ядерные отходы и почему это вызывает протесты? Что задумали власти Баварии? Неужели солнечные панели прямо над автотрассой? Зачем в Коблице суд рассматривает дело о возможной передаче военных секретов Китаю? Как жители Тюрингии будут сами влиять на климатическую стратегию? И что ждет пассажиров Deutsche Bahn уже в ближайшие недели? Эти и другие события я разберу подробно прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе главных новостей. Итак, Федеральное ведомство по безопасности ядерной утилизации БАС утвердило планы по перевозке ядерных отходов через, внимание, Северный Рейн-Вестфалию. Речь идет о транспортировке из Юлих во временное хранилище Ахоус. Расстояние составляет около 170 километров. На транспортировку запланировано 152 контейнера типа Кастер, в которых находится порядка 300 тысяч шаровидных элементов топлива из бывшего экспериментального реактора. Перевозка будет осуществляться тяжелыми грузовиками, каждый контейнер перемещается отдельно, на маршруте предусмотрено использование 4 специальных оборудованных машин, способных транспортировать только один контейнер за раз. Вместе с тем, сроки начала операции пока не определены. Энергетическая компания, ответственная за проект, сообщила, что еще предстоит выполнить ряд дополнительных согласований и подготовительных процедур вместе с атомной надзорной службой и правоохранительными органами земли Северный Рейн-Вестфалия. БАС ранее намекнул, что перевозки, возможно, начнутся с 4-го квартала 2025 года, окончательное решение за местными властями. Эта инициатива завершает долгие дискуссии. Напомню, с 2014 года было известно, что хранение отходов в Юлих небезопасно из-за сомнений в сейсмической защите. Рассматривались альтернативы. Это перевозка в Соединенные Штаты Америки, строительство нового хранилища или же перемещение в Ахоус. Впрочем, жители и экологические активисты на протяжении многих лет выражали свое недовольство, потому что перевозка через густонаселенный регион вызывает общественные протесты. А дальше новости Германии еще интереснее. В Баварии стартовал необычный пилотный проект. Над участком государственной дороги возле аэропорта Мюнхена была установлена конструкция с солнечными панелями. Новое солнечное покрытие длиной около 35 метров создано над 4-полосной трассой. Чиновники хотят выяснить, насколько технически и экономически оправдана такая идея. Губернатор Баварии Маркус Зёдер и министр транспорта лично приняли участие в запуске проекта. Основная цель – это проверить, как панели ведут себя под движущимся потоком машин, выдерживают ли погодные условия и насколько эффективно можно использовать такие внедрения для генерации энергии. Если эксперимент окажется успешным, власти рассматривают возможность расширения практики, использовать пространство над дорогами для производства электроэнергии, не затрагивая новые земли. Такой подход обещает двойную пользу. Во-первых, зарядка инфраструктуры и борьбу с климатическим кризисом. И еще новости Германии, которые вызывают большое внимание. Житель Соединенных Штатов Америки, имя которого не разглашается, известно только как Мартин Д., обвинен в Германии в попытке передать секретные сведения о военных Соединенных Штатов Америки китайской разведке. Он работал в качестве сотрудника гражданского подрядчика при американском Минобороны с 2020 года, находился на одном из военных объектов Соединенных Штатов Америки на территории Германии. По версии обвинения, летом 2024 года Мартин Д. несколько раз выходил на связь с представителями китайских спецслужб и предлагал передать им закрытую военную информацию. Однако передачи данных так и не произошло, задержание последовало до ее осуществления. Обвинение официально предъявлено ФСБ Германии, оно направлено в Высший земельный суд Коблица. Суд уже решит, будет ли дело передано в формальный суд и когда начнется процесс. А дальше важные новости Германии. В Тюрингии начинается масштабная общественная работа над новой стратегией адаптации к изменениям климата. Экологическое министерство обратилось ко всем жителям с приглашением участвовать. До конца сентября любой может ознакомиться с проектом документа и предложить свои идеи. Этот документ объемом 236 страниц охватывает 12 ключевых направлений от здоровья и сельского хозяйства до водного управления и системы раннего оповещения. В нем предусмотрены конкретные меры, например, разработка планов действий при экстремальной жаре, возвращение водонепроницаемых поверхностей, обновление методов лесного и земельного хозяйства, а также организация кризисного управления.
Министр окружающей среды отметил, что с 2018 года, кроме одного года, Тюрингия ежегодно обновляет температурные рекорды, усиливаются засухи и наводнения, нарастают погодные риски. Нужно действовать быстро, гибко и надежно. И именно поэтому важен вклад жителей, которые лучше знают, что необходимо их городам и регионам. Все поступившие предложения будут внимательно изучены климатическим комитетом, а также обсуждены с местными властями. Окончательная версия стратегии планируется к публикации уже до конца этого года. А теперь внимание! Новости, которые необходимо знать каждому. В ближайшие 2 недели большинство из вас, путешествующих по Германии на международных поездах через Тюрингию, столкнутся с ограничениями и задержками. Федеральная компания Deutsche Bahn объявила, из-за строительных работ и связанных с ними перенаправлений маршрут из Нюрнберга в Эрфурт может занять на 105 минут дольше. Более того, некоторые поезда отменяют вообще полностью. Например, скоростные ICA, следующие по маршруту Берлин-Мюнхен через Галле, Эрфурт и Нюрнберг, временно не будут курсировать. Также приостановлены остановки IC поездов между Карлсруэ и Нюрнбергом в таких городах, как Зальцфельд, Рудольштадт, Йена-Гёшвиц и Йена-Парадис. Компания призывает пассажиров заранее планировать свои поездки и воспользоваться альтернативами. На официальном сайте в приложении можно посмотреть измененные схемы движения и узнать, как добраться с меньшими неудобствами. Но я хочу продолжить тему железных дорог в Германии и разобрать, какие масштабные проблемы в национальной железнодорожной компании Германии в трагедии, произошедшей еще 30 лет назад. В июне 1998 года неподалеку от Эшеде произошла крупнейшая железнодорожная авария в истории страны. Инцидент с поездом ICA привел к гибели 101 человека. Причина – это конструктивный дефект колеса, о котором ученые из Института Франкфурта предупреждали еще в 1992 году, но необходимые меры своевременно не были приняты. Со временем выяснилось, что инженерный подход к проектированию не учитывал повторяющиеся динамические нагрузки, смещение формы колеса, недочеты в оценке износа. Все это привело к тому, что конструкция не выдержала условий эксплуатации. С тех пор Deutsche Bahn пережила несколько последовательных реформ, включая сокращение инфраструктуры и недофинансирование. С 1990-х годов сеть сократилась с 40 до 34 тысяч километров, а ремонт и модернизация шли слишком медленно. Сегодня последствия ускоренного процесса оптимизации и упущений становятся очевидными, поезда массово опаздывают, инфраструктура находится в тяжелом состоянии. Только, внимание, около 56% поездов дальнего следования прибывают вовремя. Снова поднимается серьезный вопрос о том, как вывести Deutsche Bahn из хронического кризиса. И это еще не все. В Саксонии партия зеленых предлагает создать специализированные амбулатории для людей с длительным осложнением после коронавирусной инфекции и после вакцинации. Депутат Лантага Томас Лёзер считает, что такие центры могли бы стать точкой первинного обращения, где пациенты получают диагностику и методы лечения от специалистов разных направлений. Эта инициатива стала ответом на тревожные вызовы экс-вайретной комиссии по пандемии при земельном парламенте. Многие пациенты сталкиваются с долгим поиском диагноза и недостатком терапии. Лёзер отметил, что его трогают истории детей и взрослых, которые вынуждены обращаться к разным врачам, чтобы понять, действительно ли у них пост-ковид или же другое последствие после прививки. По мнению зеленых, государство должно проявить социальную солидарность, и те, кто добровольно участвовал в борьбе с пандемией, должны получить надежное медицинское сопровождение. Специализированные амбулатории помогли бы упорядочить этот процесс, сделать его доступнее и эффективнее, чтобы такие пациенты больше не оставались в подвешенном состоянии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.